Кто меня спрашивает постоянно вот за эту пластинку, вот за эту. Да, это пластинка Слипкнота, подаренный, ребят, прям ими. Вот, так что я горжусь этим очень. Вот стоит, мои хорошие, да. Стоит как по утрам, кстати, да, если что. Когда-то с наипрекраснейшим Мартизом с канала Палата 23 мы с вами записывали шаманов, всяких чародеек, понимаешь, там, что мы только не записывали. Ссылочку в конце этого ролика обязательно оставлю, кто хочет, можете посмотреть. Значит, что ребята сделали? Ребята, насколько я понял, разыграли девушек, которые рандомно также пришли. Девушки эти. Одной, ну, так скажем, как-то вот, чтобы мне правильно-то это сказать, я даже не знаю. Там, ну вы, в общем, сейчас увидите, что... Да, я думаю, что вы посмотрите и увидите. Поэтому, да, давайте мы посмотрим. Надеюсь, 18+, никто не повесит. Да, ролик очень хорош. Заранее ставь лайк, подписывайся на канал. Ссылочку на Мартиза также оставлю внизу в описании. Подписывайтесь на старый друг. Мартиз, привет, обещал, сделал. Поехали. Ну и, конечно же, многие из вас заметили то, что на Ютубе нету прямых эфиров. А это значит то, что я теперь стримлю на Твиче. Каждый день прямые эфиры, каждый вечер. Переходи по ссылке в описании на Twitch, и там есть вся информация. И как раз так в один из таких эфиров я пригласил 2 девушек к себе на стрим, как обычно. Мы сидим, общаемся, они там прикольные, сексологи, психологи, тренера по знакомствам с девушками. Кстати, очень интересная тематика, касаемая, кто такие вот вообще вот инструкторы, знаете, оказывается, есть огромное количество людей, которые не знают, как познакомиться, понимаешь? Мы-то в свое время, помнишь, дружище, кому сейчас под 25-30 и туда? Мы как с тобой входили? Вот так вот берешь... Вот так вот делаешь брови, и вот так вот идешь, понимаешь, гнездо вперед. Уверенный взгляд, все, она твоя, понимаешь. Сейчас гораздо проще, просто подходишь, говоришь, я подписан на канал Hardplay, она тебе говорит, о, Алексей, вот так вот, ну ты понял. Вот, или можешь даже лично сказать, что меня знаешь, все, она твоя, в принципе, да. Так что пикап, в общем-то, состоится. Если вы хотите увидеть совместный наш контент с ребятами, можете, в принципе, тоже маякнуть и написать в комментариях. Так что это, ну давайте тут это сейчас, так скажем, баттл устроим. Какая школа пикапа лучше, новая или старая? Но, конечно же, тут все понимают, что я буду поддаваться. Потому что я-то в свое время, ребята, я вот так вот, знаешь, заходил, говорил в клубе, хай, они все... Он пришел. Ну, ты понял. А потом я проснулся. По знакомствам с мужчинами, обучаю девушек. И тут была интересная коммуникация, и мы решили пранкануть их. Мы заранее договорились с Мартизом, а как вы знаете, он в 5-м поколении гадалка великая, и все у него были там родственники гадалки, и он вообще на самом деле очень такой прошаренный маг. Мы заранее знали, какие девушки к нам приедут, подготовили всю необходимую информацию, договорились, в какой момент что будет происходить. Они пришли на стрим, мы сидим, болтаем, общаемся, там ничего такого нету. При этом мы заранее подогрели этих 2 девушек, сказали, что к нам приехал гость из Тибета или с Таиланда. Он 5 лет учился там что-то... В горах жил. 5 лет жил в горах. 5 лет жил в горах. И, соответственно, в какой-то момент... Главный маг, говорит, по двойному арабскому хвату. И, говорит, особая, говорит, методика есть. Сейчас я чувствую, будет разрывная. То, что можно приходить, он приходит на стрим. Важное уточнение. Когда я первый раз поднялся, они еще не было стрима, они сидели на кухне, и пацаны готовили их. Они все накидывали, только, говорит, не улыбайтесь ему, только не вздумайте высмеивать его. Он типа чуть-чуть... Короче, уровень надрочки был просто максимальный. Такой, с биполяркой. А я должен был просто искупаться. Я типа просто захожу на серьезных щах. Привет, привет. Они хихи-ха-хи-ха. Ну так, сначала не серьезно. Я захожу в ванну, а там в ванне колонка Яндекс.Алиса. Я вырубаю на полную громкость мантры, и начинаю купаться, понимаете, да? То есть подготовка шла за 2 часа до стрима. И все, Некит спустился, начинает стримить, я сижу, жду, пробиваю всю инфу, я узнал все о них. И в один момент... Кстати, извините, Мартиза перебью. Видели, недавно на Крывалова было гадалок? Дом с деньгами вынесли. Дом. Понимаешь, дом. Дом с наличкой, блядь.
Они стримили в одной комнате, а еще 6 комнат под потолок были забиты. Одного они мне мужчину напомнили. Там было что-то там МММ какой-то там. Да, тоже у них. А они заходят, раз дверь открывают, а там сплошняком стоит 5000-ные купюры. Говорит, нормально. Настримили, нагадали. Да. К сожалению, да, в наше время очень многие до сих пор пользуются всякими гадалками, поведуньями, да, и, как правило, конечно же, отдают огромные суммы денег. Конечно, с этим надо бороться, да. Мы с тобой скоро запустим стрим, да, еще разочек надо все-таки залететь. Пишет, спускайся, я спускаюсь, захожу на стрим и типа говорю, Никита, что это такое? Это прямой эфир, типа, да? Он говорит, да. Я говорю, мне срочно нужно кое-что Наши сказать пассажиры, девушкам». да, Я смотрю на них 100%. боковым зрением, я понимаю, что они уже в шоке. Я говорю, выключи, пожалуйста, стрим. И Никита говорит, хорошо, я выключаю стрим, и выключает просто мониторы. И дальше вы увидите все сами, дорогие друзья. То есть, еще раз, у девушки в голове очень важное впечатление. Я вырубаю мониторы, у меня 3 монитора, кто видел, там, понимает, как у меня строится оборудование. Все, я вырубил монитор, встал, говорю, все, стрим, пауза, там, типа, вырубаемся. И он начинает с ними общаться, и они уже на очке, уже на эмоциях, причем он еще одел мантию. И все, что будет сейчас происходить, весь этот розыгрыш, опять же, это все происходило в прямом эфире на Твиче, и люди могли в прямом эфире это все наблюдать. Ну, а вы, кто не подписан на Twitch, можете посмотреть сейчас нарезку того, как это происходило. Ну, и обязательно подпишитесь на Twitch по ссылке в описании, чтобы не пропускать прямые эфиры, они проходят каждый день. Приятного просмотра, ставь. А чтобы не пропускать эфиры, которые проходят у меня каждый день, каждый божий день, берешь в поиске в Телеграм своем, вводишь Hard Inside, и там расписание стримов. Вот эти вот девушки, мальчики, там начинается вообще просто, засасывает так, как бывшие. Так что рекомендую. Ставь лайк и смотри, что это было за шоу. Лучшая реклама. Да, лучше не спрашивайте про пошлые фантазии, цели, стремления. Мы слишком веселые, чтобы быть еще и сексуальными, одновременно и пошлыми. С гусями это вообще сильная история, да. А у вас какие фантазии? Ты снимаешь сейчас? Да. Ну, стрим. Сколько будет еще идти? Ну, не знаю, ну еще что-нибудь часик всего сидим, часик сидим. Гусей настолько не хватит. Знаешь что? Блять, я определенно веду стримы, какие-то игры все стримлю, еще что-то. Слушай, Мартис, по-моему, я не тем занимаюсь. Я, как бы так сказать, может быть, игры-то эти как бы пора уже на второй план отодвинуть и начать делать настоящий контент. Давайте сколько? Давайте 20 тысяч лайков на этом видеоролике, и мы что-нибудь подмутим. Можешь на паузу нажать? А исполнял он Если начинается. надо, могу. Да, останови. Сейчас будет секс, по-моему. Нужно с девушкой поговорить. Сколько примерно? Ну, 10 минут. Сейчас, пацаны, через 10 минут тогда вернемся. Час, 2 секунды. Прикинь, они охренели, девчонки. Мне просто нужно... Нас не слышит? Не, Да, мне нужно вам сказать кое-что. Вот, я сейчас уезжаю на практику просто. Когда вы только зашли, мне хотелось с вами поделиться информацией, что я чувствую. Я же так страшно. Не, то, что я чувствую, просто, знаете, я буду говорить то, что чувствую, потому что как только вы зашли, Прикинь, их перед этим 2 часа надрачивали, что это какой-то реально маг, там верховный шаман. Блять. у вас энергетика такая и хорошая, и злая. Потому что, наверное, много зависимости у вас. Вот, я думаю, да. Просто я скажу, то, Я что даже чувствую напрягся. хорошо, а вы принимаете, там, я не могу сказать, кому это именно относится, вот, а вы принимаете это как есть, может, вы мне что-то подскажете. Я... Где мантию? Мне нужно сейчас уезжать, я думаю, вы быстрее... Смотри на их лица просто. Вот, и чтобы с вами просто, мне нужно вам сказать, я себя буду не очень чувствовать, если я уеду и не скажу вам. Все, блядь. Не знаю, я просто расскажу немножко. А он заранее уже все про них знает.
То есть, понимаешь, вот мы с ним также делали тогда видосы. То есть люди приходили в реале, его подписчики приглашали своих родственников там, и мы охренели. Мы просто охренели от того, насколько люди, ты понимаете, посмотрите, я говорю, ролик на моем канале, у Мартиза на канале, на Палата 23. Там, понимаешь, там человек приходит, он настолько, понимаешь, он такой... То есть... Люди верят в это, понимаешь? То есть им рассказывают предысторию, что это реальные люди, которые там, они видят судьбу, там все остальное. И народ приходит, взрослые вообще люди, они вот так вот, понимаешь, они садятся, они говорят, да. Они говорят, у вас есть... Да. То есть, понимаешь, что все во все верят. Я не знаю, как это работает. Очень долго путешествовал по миру. Пошло, исполняло. Вот, я в горах находился 5 лет. Там совершенно без электричества, без ничего. То есть питался природой. Вот, и мне просто нужно вашу ручку посмотреть. Можно, пожалуйста? Я не хочу. Я тоже боюсь. Ну, ты просто нас так напугал, если честно. Нет, правда, смотрите, я против вообще, чтобы вы понимали, я против черной магии. Против такого. Я только за белое. Мы, кстати, тоже против. Мне наоборот хотелось бы, чтобы у вас хорошо было. Ну, ты скажешь сейчас что-то, что нас ждет, и потом, ну, как нас Да, мы реанимируют знаешь, потом. мы будем всю ночь не спать. Я об никогда в этом жизни думать. не обращалась ни к Дело не в каким этом. этим. Нет, послушайте. Сука, Мартис гений. Это просто вот зайти и вот так вот накошмарить, это, конечно, надо уметь. Дело не в том, чтобы напугать вас. Дело в том, чтобы наоборот что-то сказать, что чувство. Прикинь, в прямом эфире девушка, было. например. Лена, да? Лена. Лена. Знаешь, что я сразу увидел? Я увидел, что город какой-то небольшой. Не знаю, там... Заржал, он не смеется. Вы не представляете, самое... Ты представляешь, ты вживую с людьми встречаешься, вот я когда с Мартизом исполнял, блядь, там самое главное не заржать. Понимаешь? Вот самое главное это просто не заржать. Потому что, ты знаешь, вот настолько люди исполнять начинают. Понимаешь, там негативную энергию пылесосом убирать, еще что-то. То есть они делают на полном серьезе. И понимаешь, у меня нет ни актерского мастерства, ничего. Я, бля, капюшоном накрылся, говорю, этим шкурами. Я просто, у меня лицо все красное. Я говорю, господи, хоть бы не заруинить. Потому что второго дубля не будет. Здесь Мартис вообще спец. $500 000. Я увидел, в общем, город, который на берегу реки или хранилища находится. Вот, тебя почему-то не увидел, не в Москве. Вот какой-то небольшой город. И прям, знаешь, ты часто проводил время на берегу? Да? Я родилась, да, на берегу. Ну, в смысле, в городе я родилась. Ты переживаешь? Я очень переживаю. Народ, не бойся, не бойся, расслабься. Не бойся. У тебя, просто знаешь, у тебя как два пути по руке. Вот у тебя одна линия жизни семейная, а другая, видно, с каким-то твоим творчеством связана. Сделал погромче. В общем, ты на распутье как бы двух путей, на распутье двух дорог. Вот, и знаешь, что вижу? Вижу, что у тебя очень все здорово получится в плане творчества. Вижу, что... Зато так не плачь, Я переживаю, что он не сказал. Ты станешь известна за пределами России, станешь известна весь мир. Ну вот, видишь, а ты боялась. Ну, Мартис, кстати, не наврал. Нас смотрят с разных вообще концов нашей этой матушки-потаскушки земли и из-за бугра смотрят. Не наврал, известно. А Мартис краса, не наврал. Молодец. Да, только единственное, что тебе нужно опасаться, это почему-то просто... По факту. А вы давно вместе? 3 года дружим. У вас дни рождения рядом, да? Ну, там 2 месяца, 3 месяца Да. буквально. Не переживай. Зай, да все. Все хорошо, Кис. там Всё уже. нормально. Ты, Я бы заржал уже. в общем, кто-то из вас скорпион. Я скрипнула. Аня.
Скорпион. Ты так и по жизни двигаешься? Как? Ну, Как хорошо. скорпион, ёпта! Себя только. Слушай, ну, себя, наверное, больше. Я других не трогаю. Да, они очень добрые на самом деле. А, э, цифра 10. Кто-то родился 10 Я. числа. Я 10 декабря родилась. Да, ну что, ну бывает так. Мы секс учим, а человек вот умеет, видит информацию. Я просто Видит знаете, я не знаю, информацию. кому, потому что Проверяй. сейчас 2 потока энергии идет. Я не знаю, кому относится именно он, поэтому просто называю какие-то числа, какие-то вещи, которые чувствую. Вот по поводу того, что тебе стоит опасаться, почему-то я вижу машину большую, белая машина, или серебряная, или мокрый асфальт, что-то такое, какой-то светлый цвет. Мгм. Вот просто тебе нужно быть аккуратным. Ну что ж, ну белая машина, у нас 2 белые машины. Ты гоняешь, Нет. аккуратно ездишь. Да, они Да. очень аккуратно ездят вообще. Ты всегда пристегнута. Нет. А вот с сегодняшнего дня тебе нужно всегда пристегиваться. Боже мой, может мне не водить машину вообще? Зай, да господи, Не я надо. всегда пристегиваюсь. Это вот лишний раз показывает, насколько люди доверчивые. Ты представляешь, то есть они, понимаешь, пришел чувак, про которого просто, ну, в компании до этого всего сказали, что да, у чувака есть какие-то способности. Все, лепи, что хочешь из них. То есть гадалки работают по этой же схеме. То есть она, да, все, что, продать машину? Да. Алло, все, продаю. Что надо? Что? Ей вот сейчас скажи, я не знаю, она спляшет. Все, понимаешь, все, все, это 100% уже джекпот, 3 семерки. Даже на заднем сиденье. Зай, Не, ну там даже- же правила безопасности. Может мне вообще не водить машину? Я, говорит, пристегиваюсь всегда на заднем сидении. Всегда, говорит, даже в багажнике, когда я всегда, говорит, пристегиваюсь. Вообще, говорит, всегда. Самовнушение, да, все. Нет, просто Нет, пристегивайся. просто пристегивайся. Все нормально будет, не ссы Да. в компот. Все Это эксклюзивный вообще контент. Все будет нормально, нужно пристегиваться. У тебя просто еще есть какая-то завистница, очень такая жесткая, которая по поводу тебя обращалась к гадалкам. Да ладно. Ты У нас Да нет таких ну людей, нахер. блядь, мы не знаем, кто. даже вообще не догадываешься? Нет, вообще нет. Ну, представляешь, у него 3000 Да учениц за все время было. Ну, как бы... Может, ты Мартис, я знаю, что ты в чате, я, может быть, чего-то не знаю, а я прошу прощения за нескромный вопрос. Ну, сейчас у всех встал вопрос. А что за 3000 учениц? Есть пояснительная бригада? Я просто, ну, не в курсе вот этого всего, вот этого вот. Ну, Москва, я человек простой, я с Подмосковья, понимаешь? У нас тут что тут, 3 улицы, 2 дома. А что за ученица? Это чему она учит? Я прошу прощения. Я ни на что не думаю, я даже ни на что практически не намекаю. как-то на чью-то семью подействовал, может кто-то влюбился в тебя, я не знаю, я просто говорю, что чувствую. В общем, я так вижу, что она даже ездила к этой гадалке в Чебоксары. Вот. Чебоксары. Да. А ты можешь что-то сказать про эту девушку? Можешь какие-то дать наметки? Ну. Нет, Намётки? у меня появилась идея одна, кто это может быть. Появилась идея, да. Опиши ее. Они учат девушек соблазнять мужчин? Что? Это как так? А это как, Мартис? Я-то человек просто... Я человек, я еще раз говорю, я обычный подмосквичанин. Чего? А как соблазнять? Мне просто очень интересно стало. Пикап-тренеры? 3000 учениц? Ну, она... Без имен просто пиши. Да, окей. Не русской национальности, Да. армянка. Да, С длинными волосами Да. густыми. да. Ты поняла, кто Да, это? поняла. Охуеть, да там ничего не было Сука, вообще. она с нами едет на тренинг, блядь. Мгм. Да, А. офигеть просто на пустом месте. В общем, она Минус. закопала Минус. куклу Вуду Ебать. с волосами погибшей девушки, Боже мой. с, И что делать, а? с косточками животных. Что же мне делать? Такое бывает вообще? Что делать, а? Я подскажу
тебе А что делать? Муравью приделать? Что делать? Тут надо срочно снимать. Снимать проклятие. Я прям вижу отсюда, что сейчас будет обряд какой-то стопроцентный. нужно просто никому не обращаться, нужно постоянно повторять. И ты говоришь, что давай мы Веры не будем касаться, но ты вообще... Слушай, да я пошучу, что я там мусульманка, что-то, это все я не... Слушай, ну смотри, А смотри, мы с ней едем. Прошло, ну, грубо говоря, 10 минут. Все. Они поверили абсолютно незнакомому человеку вообще. Вообще. Просто. То есть чувак зашел, они готовы верить, мать его, во все. Им Мартис просто сказал, типа, даты их рождения и что они у них рядом. И про тачки. Все. И они поплыли, да-да, чат. Мы с ней увидимся. Мы с ней Плохо? увидимся. Мы с Мы ней с ней будем увидимся, и она девушкой. действительно завидует очень сильно Ане, но дело в том, что мы никак не... Мартис пишет, она мне сказала потом, после этого прикола, типа, она была готова заплатить мне 1 миллион, лишь бы снять проклятие с нее. Ты серьезно? Мартис, может быть, нам открыть свою контору? Потому что я чувствую в себе силы. Ты понимаешь, Мартис? Я просто никому никогда не говорил, но у меня в роду, Мартис, у меня в роду тоже есть эти черные маги. Да. Причем, знаешь, такие маги, они легким шаманским уклоном. То есть... Ну, ты понял. То есть мы можем реально с тобой... Надо подумать на эту тему. Я чувствую в себе силу сразу, понимаешь? То есть подъем пошел. Да, шаман с легким признаком темного мага. Касались ее семейной жизни, мы просто дружим с ее мужем, С её в мужем хороших дружу. отношениях. Я с ним работала вообще, вместе делали бизнес-проект. А Аня просто дружит, ну, то есть там ничего не было вообще. ты переживаешь? Да, потому что ты сказала факты, Если которые- честно, она даже писала, Аня, Да. она Ну, писала... да, она писала, типа, гадости ты какие-то. шлюха. Слушай, Причем они сами придумали, кто это. Сами уже рассказывают, где, кто и зачем. Это просто жесть. Это... У меня шлюха, ну, говорит, ты шлюха, отстань от моего мужа, мы просто с ним дружим, какие-то там, ну, знаешь, в формате там, типа... прости, а ты занимаешься такими вещами? Какими? Ну, я совершенно тебя не знаю, ты не обижайся на Ну, ты говори. эскорт, что Нет, чем-то нет, там? у меня Нет, муж, нет, я вся нет. замужем, у меня 4 детей. У тебя муж старше тебя Да, намного? да. Старше, Намного, да. На 15 лет. да. Я просто вижу мужчин рядом, и он невысокого роста. Невысокого, да. Он да. нормальный комплекс, не полный. Бля, там, наверное, муж угорал, смотрел эту тему. Вообще просто 100%. Я бы ржал, как конь сидел. Строгий весьма. Да, да. Он же. Пипец просто. Неужели так можно позавидовать человеку, что сделать шоке. такое вообще? Можно, пожалуйста, помолчать чуть-чуть? Ну, прости. Рядом с тобой, я не знаю, Хорош. или девушка, или девочка. Можно помолчать? У нее очень красивое имя. Амина, Даниэла, Амина. Лея, Амина. Алая. Амина. Ты дочки мои. М. А этот мужчина, я вижу, как Исполняет. потихоньку распускаются почки на деревьях, как цветы выбрасывают. В Арпургиеву ночь, при свете луны, блять, распускаются почки на деревьях. Мартин, ты серьезно, блять? Какие нахер почки? Зима на носу, блядь, холодище на улице. Свою защиту. Это Господи. он майский, Мой муж? да, Да, майский. майские. В начале мая. Мгм.
Вот что-то это. Да, Зай, нормально. Первое число. Зая. Да. Слушай, вот смотри, я просто еще раз я не мог уйти, не сказав тебе по поводу твоей завистницы. А у тебя, давай буду прямо говорить, хорошо? Есть мужчина, который постоянно на тебя охотится. Что это такое значит? В общем, он постоянно смотрит твои фотографии. Аня, все нормально с тобой? Да. Точно все хорошо? Ну, как? Если что-то, говори. Она переживает очень Не, ну я сильно. просто хочу, чтобы ты тоже сказала. Я, конечно, тебя, по-моему, не отпущу. Я буду задать вопросы, что делать с этим. 10 В минут. общем, этот мужчина постоянно мастурбирует на твои фотографии. Это моя бывшая. У него просто много моих фоток, видео. Он постоянно... В общем, все постоянно, все твои фотографии в его, в общем, Блядь. результате, так скажем. Вот. Мы недавно просто расстались, совсем недавно. Но он не может тебя отпустить. Давайте, смотрите, чтобы сейчас легче Архив просто слишком большой. стало. Давайте вместе развернемся к небу. Идите сюда. В общем, все нормально? А теперь ноту У вместе берем. Угу. И вместе Блять! Пошел процесс, ёпта. Изгнаний. Пошло. Добро, бля. еще раз. Голос, чтобы не дрожал, нужно, чтобы нота ровненько была. Еще раз. Я всегда думал, что у меня соседи конченые, а нет. Не. Алкаши остались просто, их обогнали. Я бы с ума посажал, если меня бы так завыли. Теперь все женские вся женская негативная энергия выходит через стоны, поэтому мы сейчас должны вместе, как вы стонете во время любви, мы должны вместе одновременно делать этот звук. Просто вот так. Ничего смешного тут нет. Прости. Пожалуйста, не Я смейся смеюсь, я больше, иначе я сейчас смущаюсь. уйду и все. Ну, прости, пожалуйста. Давайте на 4. Раз, два, три. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Пошел Последний процесс. раз. Отлично. И если вы знаете, с Древней Руси все постоянно у нас выходит через песни. Давайте вместе повторяем за мной. С головы сорвал. Повторяйте. С головы сорвал Ветер, мой колпак. ветер мой колпак. Я хотел любви, Я хотел любви, но вышло Все все не так. Но вышло все не так. Знаю я, ничего Знаю я ничего в жизни не вернуть. в жизни не вернуть. И теперь у меня И теперь у меня один лишь только путь. один лишь только И путь. теперь очень громко нужно. Разбежавшись, прыгну со скалы. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. Вот я был, и вот меня не стало. Хорошо поют. И когда об этом вдруг узнаешь ты, И когда об этом, друг, узнаешь ты,
Тогда поймешь, кого ты потеряла. Тогда поймешь, кого ты потеряла. Выдохните. Выдохните немножко. Полегче чуть. Да. Полегче. Бля, Мартис, ну здесь зарисковал. Они могли где-то эту песню слышать, естественно. Блядь. Слушай, на бэк-вокал можно. У нас когда с тобой концерты будут, ну там, на больших сценах, а бэк-вокал можно взять. Ну так чисто. Все нормально? Это просто сердце так стучит. Аня Всё просто хорошо? очень Я сейчас чувствительная. поплачу, посижу, все нормально. Нет, Ну, плакать не язык, надо. ты чё? Аня. Да что, ладно, нормально. Не вздумай, слезы это ужасно. Ань, не вздумай, пожалуйста, плакать. Не плачь, Зая, ничего такого, ты Ань. чё? Потому что я профессиональный актер. Это был все розыгрыш. Ах ты, блин. И я совершенно не знаю вас, совершенно. Да, как ты попал с даты? Ладно, подожди, а как ты с датами попал? Да погоди, Кир, а как ты с датами попал? Ты посмотрел в соцсетях? Я все изучил про вас перед этим. Я не выключал стрим, извините. Не, ну спели хорошо, спели хорошо. Молодец, что здесь борщить не стал. То есть, ну, если уже видно, что она уже в коматозе, да, правильно сделала. Я думаю, самое лучшее, что сегодня будет. Зай, подожди. Сильно. Хоть что-нибудь классное скажите. Ну, классные были. А А как, мне понравилось. Слушайте, а как вам? а мне понравилось. А как вам изгнание с помощью... Я вообще возбудилась. Я, знаете, что подводку? Слушай, ну это реально, это очень-очень-очень сильно. Лишний раз Мартис доказывает то, что люди готовы верить во все, от слов совсем во все. Делать что угодно, что им внушили. Причем внушаемость буквально, 10 минут край. Ты вспомни все наши видосы, все, что мы записывали. Повторюсь, ребят, на Палате 23 или на нашем канале вы можете это все посмотреть. Короче, это просто жестко. Это... Я не представляю, что профессиональные гадалки делают. Я просто не представляю, что они с людьми делают, как они их кошмарят. Ну и, собственно, откуда такие заработки. Так что, ребята, ваша судьба только от вас зависит. Не обращайтесь ни к каким гадалкам, ко всему остальному. И живите счастливо и долго.